Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу поделиться с вами мастер-классом вот такой вот милой пандочки. Это панда-брелок. Это полностью цельновязанная игрушечка. Вяжется очень быстро. Размер игрушки 9 сантиметров. Очень хорошо пользуется популярностью. И поэтому я решила поделиться с вами. Вяжу я эти игрушечки уже давно, но мастер-класс на него не писала. Вот, и решила сделать это сейчас. Вяжется он легко и быстро. И давайте посмотрим, что необходимо. Необходима нам белая и черная плюшевая пряжа на 100 грамм 120 метров любого производителя. Дальше крючок номер 4, иголка маркер. Также нам понадобятся глазки 8 миллиметров и носик. Можно его вышить, но я купила на Алиэкспресс такой носик 7 на 9 миллиметров. 7 на 9 миллиметров. И приклеиваю всем такие вот носики. Но, как я уже сказала, что можно его вышить. Давайте начнем. Итак, начинаем. Набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд готов, второй ряд. Все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик я вяжу при этом вместе с деталью. Ставлю маркер в первый столбик. Первую прибавку я провязала, теперь следующую. Вторая прибавка. Подтягиваю хвостик. Дальше третья. Четвертая. Пятая. И 6-я прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Второй ряд готов. Третий ряд. Снимаю маркер, провязав первый столбик без накида. В следующую ставлю маркер и в следующую провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Опять 1 столбик без накида, в следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего должно быть 6 повторений. В конце ряда 18 столбиков. Третье повторение. Четвертое повторение. Пятое повторение. И 6-е повторение. Третий ряд готов. Четвертый ряд. Снимаю маркер, провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер обратно. Дальше провязываю второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый. Пятый провязываю не до конца. Беру черную ниточку, присоединяю, белую я не отрезаю. Присоединяю черную и заканчиваю 5-ю петельку уже черной пряжей. В следующую петлю мы провязываем лапку. Делаю накид и провязываю 5 столбиков с накидом в одну петлю. Второй столбик с накидом, третий, четвертый и 5. Провязав 5 столбиков, я снимаю крючок с петелечки, одеваю в первый столбик, одеваю рабочую петельку, подтягиваю и вывожу через первую. Дальше воздушную петлю я уже делаю белой пряжей. Вот, хоп, сделали воздушную. Дальше провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5-ю не довязываю, а довязываю уже черной
пряжей. И в следующую петлю я провязываю вторую ножку. В следующую петлю 5 столбиков с накидом. Второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. Провязав 5 столбиков с накидом, вставляю крючок в первую петельку, одеваю рабочую, подтягиваю и вывожу через первую петельку. Дальше убираю черную, воздушную петлю провязываю белой пряжей. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязав 5 столбиков без накида в следующую петельку, она последняя, провязываем шишечку из 4 столбиков с накидом, с одной вершинкой. Делаю накид и в последнюю петельку не довязываю 4 столбика с накидом. Так, это уже будет третий и четвертый. Вот, провязала я. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5 петелек на крючке, провязываю вместе. И воздушная. Вот мы провязали 4-й ряд. 5-й ряд я провязываю 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Первую провязали. 2, 3, 4, 5 за воздушную петельку, 6, 7, так, ниточку подтягиваем, 8, 9, 10, 11 за воздушную петельку, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и за воздушную петельку на хвостике 18. Вот. Провязали 5-й ряд. Вот так выглядит деталь. Итак, 6-й ряд. Черную ниточку я не обрезаю, она постоянно со мной. То есть я ее не присоединяю. Кому это неудобно, вы можете ее отрезать и затем присоединять снова. Я эту ниточку не отрезаю до самого конца. Итак, 6-й ряд. Вначале делаем убавку. Провязав убавку, ставлю маркер, первый столбик. Дальше провязываю 14 столбиков без накида. 1, 10, 11, 12, 13 и 14. И в конце опять делаем убавку. Убавочку я не довязываю, мы меняем нить на черную. Так, я вот так вот. Вот, довязываю уже черной ниточкой. Итак, 7-й ряд. Снимаю маркер. Ниточку белую я опять же не обрезаю. И провязываю 5 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2,
3, 4 и 5. Провязав 5 столбиков, в следующую провязываю лапку, уже верхнюю лапку. В одну петлю я провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязала. Вставляю в первую петельку, одеваю рабочую петлю и вывожу через первую. Делаю воздушную. Дальше провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь в следующую петлю провязываю лапку. В одну петлю я провязываю 5 столбиков с накидом. Вторая петля, третья, четвертая и четвертая, не довязала, четвертая и пятая. Вставляю в первую. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Так, по-моему, я 1, 2, 3, 4, 5. Лишний провязала. Лишний столбик провязала. 5 столбиков с накидом должно быть. 1, 2, 3, 4, 5. Да. Вставляю петлю в первый столбик. Крючок в первый столбик. Одеваю рабочую петельку и вывожу через первую петлю и делаю воздушную. И дальше до конца ряда провязываем столбики без накида. 1, 2, 3 и 4. Вот так вот выглядит деталь. Теперь 8 ряд. 8 ряд я провязываю. 8 ряд я провязываю все 8 убавок. Все 8 убавок. Так как у нас по кругу получилось 16 столбиков, то я провязываю в 8 ряду все 8 убавок. Убавки я делаю за полную петельку. Первая убавка, вторая убавка, лапку отодвигаю за воздушную петельку, третья убавка, четвертая, пятая, за воздушную, шестая, седьмая и 8 убавка. Теперь снимаю маркер, 9 ряд, 8 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Ставлю маркер обратно. Так, это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 петельку я не довязываю, меняю ниточку на белую. И 8 столбик заканчиваю уже белой пряжей. Дальше я снимаю маркер. 10 ряд, все
8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первый столбик я ставлю маркер. Первая прибавка. Вторая прибавка. Черную ниточку я не обрезаю. Третья. Четвертая прибавка. Пятая. Шестая. Седьмая и 8 прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 16 столбиков. Вот. Теперь снимаю маркер. 11 ряд. Провязываем так. Первый столбик провязываем, столбик без накида, ставлю маркер обратно. Первый, второй, третий и в следующую прибавка. Прибавку провязываем через каждые 3 столбика. 1, 2, 3 и прибавка. Так нужно сделать 4 повторения. В конце ряда должно получиться 20 столбиков. 1, 2, 3 и прибавка. И опять 1, 2, 3 и в конце прибавка. Одиннадцатый ряд провязали, у нас получается 20 столбиков. 12 ряд. Снимаю маркер и провязываю 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Мы сейчас будем вывязывать мордочку, поэтому если у вас не совпадают петельки, то вы можете провязать либо дальше, либо ближе. Мордочка должна быть по серединке между лапками. Теперь, как мы провязываем мордочку? Мордочку провязываем так. Я делаю 2 накида. И в следующую петлю я провязываю вот эти 2 накида. 1 и 2. То есть не довязываю. Делаю опять 2 накида. В эту же петлю я провязываю тоже только 2 накида. И опять 2 накида. И в эту же петлю я провязываю 2 накида. Вот так. Теперь провязываю через все петельки вместе. Теперь делаю опять 2 накида. Воздушную петлю мы не делаем. Как у динозаврика в прошлом ролике, я воздушную петлю не делала. Дальше в следующую петельку я провязываю тоже 3 столбика с 2 незаконченными столбиками с 2 накидами. 3 столбика с 2 накидами незаконченные. Делаю опять 2 накида. И в эту же петлю я провязываю опять только накиды 2. Вот. И опять провязываю 2 накида. Вот. 4 петельки на крючке опять провязываю вместе. Вот так. Теперь дальше делаю воздушную. И дальше провязываю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот так получается мордочка. Вот такая мордочка. Дальше 13 ряд. Провязываю 11 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. Дальше провязываю 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь на мордочке вот здесь у нас было вместо воздушной петли просто петелька, мы соединяли. Вот сюда провязываем 12, за воздушную петельку 13 и дальше 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот получается мордочка. Дальше четырнадцатый ряд провязываем без прибавок и убавок 20 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер и провязываем точно так же 20 столбиков без накида. Вот теперь, итак, 15 ряд провязываем так. 3 столбика без накида, провязываю первую петельку, ставлю маркер. Дальше второй столбик, третий и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. 1, 2, 3 и убавка. 4 повторения должно быть в этом ряду. 1, 2, 3 и убавка. И последнее. 1, 2, 3 и в конце убавка. Дальше у нас 16 ряд. 16 ряд провязываем так. 6 столбиков без накида провязываем. Первый провязали. 2, 3, 4, 5, 6. Шестой я не довязываю, убираю и заканчиваю черной пряжей. Теперь мы будем вывязывать ушко. Ушко тоже вывязываем, как и ручку, попкорном. Делаю накид, в следующую петлю я провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вытягиваю немножко петельку, вставляю крючок в первую петлю, вставляю рабочую петельку, подтягиваю уже и вывожу через первую. Вот мы с вами провязали ушко. Теперь заканчиваю белой пряжей воздушную петельку. Дальше нужно провязать 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую я не довязываю, а довязываю уже черной пряжей. Только делаю так, растягиваю, чтобы это было не в натяжку. Вот так.
И в последнюю петельку я провязываю ушко. 5 столбиков с накидом в одну петлю. Это будет 2, это будет 3, это будет 4 и это будет 5. В первую петлю вставляю крючок, одеваю рабочую петельку и вывожу через первую. Заканчиваю воздушную петлю белой пряжей. Теперь я черную обрезаю. Она нам больше не понадобится. Вот. И давайте набьем холофайбером нашу деталь. Вот такая деталь получается. Давайте набьем ее холофайбером. Итак, набила я холофайбером деталь полностью. Вот так она выглядит. И теперь следующий ряд у нас это 17. В 17 ряду мы будем тоже делать с вами убавки за полную петельку. Вот тут вот первую петельку не потеряем. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и убавка за полную петельку. 1, 2 и убавка за воздушную петельку и за петельку убавка. 1, 2 и убавка. И опять 1, 2. Убавку делаем вот за петельку на голове и за воздушную на ушке. Вот. Закончили мы ряд. В 17 ряду у нас получается 12 столбиков, 18 ряд. Провязываем 1 столбик без накида и убавка. Убавки делаю уже тоже за полную петельку. 1 столбик без накида и убавка. Столбик без накида, убавка. Так должно быть 4 повторения всего. И в конце ряда у нас должно получиться 8 столбиков без накида. Вот так. Теперь я обрезаю ниточку, фиксирую ее. Одеваю иголочку. И за полупетельки вот так поправляю все. Вот, и за полупетельки стягиваю отверстие. Теперь вставляю крючок в центр и вывожу в любое место. Убираю лишний пушок. Вот. Голову набила сильно, поэтому мне не нужно было наполнять еще холофайбером. Я просто вот так вот все вспушиваю, поправляю. Так как это брелочек, он не должен быть каменным. Но я не делаю каменные брелочки такие, чтобы они аж выпирал холофайбер, поэтому я и не наполняла последние 2 ряда. Все, обрезаю хвостик. Все, я поправила голову, почистила от белой пряжи все пушистые места. И вот такой вот получается у нас полностью цельно вязаная деталь. Теперь нам нужно только вставить глазки и сделать пятнышки. Давайте так и сделаем. Итак, смотрите, глазки я вставляю между 14 и 15 рядами.
сразу возле мордочки. Вот мордочка и наши глазки сразу. Вот мордочка и вот глазки. Между 14 и 15 рядами. И давайте, я их еще не приклеивала. Вот. Давайте сначала приклеим носик. Итак, носик я приклеиваю на горячий пистолет. Вот по центру. Просто приклеиваю в центре мордочки. Подержу буквально пару секундочек. Клей очень хорошо, он хватается, схвачивается, и его потом не отдерешь. Вот такая вот пышная мордочка у нас получается. И теперь как мы с вами приклеиваем глазки. Я приготовила уже, значит, черную пряжу. Вот, и начинаем с вами проклеивать и сразу делать пятнышки. Вставляю в любое место, вывожу по середине мордочки. Вот, по середине мордочки. Вот, посмотрите. Такая вот петелька. Где-то приблизительно смотрите, чтобы у вас была по середине мордочки. И вывожу, оставляя хвостик. Вот хвостик оставляем. Теперь, итак, я приготовила пряжу рядышком. Вынимаю глазик. Клеем его, проклеиваю. Со всех сторон немного. И наполовину его вставляю, вот наполовину. Теперь обвожу пряжей сам глазик, вот так. И затем полностью его приклеиваю, вставляю в деталь. Вот так. Теперь вставляю иголочку в то же самое место, откуда мы выводили пряжу, и в другую сторону, вот, чтобы было симметрично и ровно. И вывожу на другой глазик. Вот такое вот у нас получается пятнышко. Первое пятнышко вместе с глазиком мы с вами приклеили. Вот оно такой капелькой получается. Второй глазик делаем точно так же. Сделала немножко поближе, чтобы вам было понятней. Вынимаю глазик, клеем приклеиваю немного и вставляю в деталь наполовину. Вот так наполовину глазик вставила. Теперь обвожу вот так деталь и вставляю глазик, вот, приклеиваю до конца, вставляю. Вот так. Теперь в это же самое отверстие, откуда у нас было пятнышко, я ввожу иголочку, а вывожу вот там, где наш хвостик. И вот мы второе пятнышко с вами вышили. Вот так. Пятнышко вышивается и приклеивается глазик одновременно. Итак, теперь я просто завязываю на узелочек. Вставляю и вывожу и прячу. Вот. Узелок спрятался. Теперь следующий хвостик вывожу и обрезаю. Все. Так.
Прячу вовнутрь. Чистим. Все, поправляем мордочку. Все, наш мишка готов. Вот такой вот у нас мишка получился. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока. И впереди еще очень много мастер-классов.